Всем привет, друзья! Наступил сезон квашения капусты. Он обычно начинается в конце октября и в начале ноября. И вот мы сегодня делаем вот такую вот полезную капустку. Посмотрите, вот я уже первую партию приготовила, она готовая. Очень хрустящая капуста. И такой же хрустящей, первозданной она останется до следующего года, так как проходит естественный процесс брожения без лишних добавок. Вот сегодня я вам расскажу все тонкости приготовления настоящей квашеной капусты, без всяких добавок, со всеми А и О. Так, доченька, ну давай попробуй, чтобы гости убедились, что она действительно хрустящая. Ну вот, вы все услышали, да, капуста хрустящая, и чем дольше она будет у вас стоять, тем хрустящее она получится. Процесс ферментации капусты вот заканчивается, если вы солите ее естественным таким путем, без всяких лишних добавок. Давайте будем готовить. Вот, смотрите. Вот такой огромный качан капусты я подготовила. Капуста у нас обычно вот такая вот огромная, продается не в немецких магазинах, а в русских и в турецких магазинах. Она должна быть такой очень-очень сочной. Капусту нужно будет нарезать соломкой. Также нам понадобится 3 крупные моркови. Морковь должна быть сладенькой. Вот сладкая морковь, она на кончике такая вот кругленькая. 2 яблока. Если яблоки крупные, тогда вот можно и 1 яблочко. Я уже заранее вынула сердцевину. Яблоко нужно будет очистить от кожуры. Это очень важно. И в процессе ферментации вот будет участвовать каменная соль. Йодированная соль для рецепта не подходит, так как она размягчает капусту. Должна быть крупная каменная соль. Ее также можно купить в русском магазине. Начинаем. Я вам коротко покажу процесс нарезки капусты. В этом ничего нет сложного. Капусту я буду нарезать ножом. Вы можете нарезать любым удобным для вас способом. К примеру, терка. Терка у меня есть, но я боюсь порезать руки, так как руки нужны мне в работе. Кому они не нужны в работе, но вот просто моя трудовая деятельность связана с руками, поэтому я очень боюсь их порезать. Вот, посмотрите, вот такая вот соломка должна получиться. Капусту мельтешить не нужно. И вот капусту буду укладывать вот в такую огромную чашку. Потом буду очищать яблочки от кожуры. Также очищайте удобным для вас способом. Морковь я уже очистила. Морковь буду нарезать соломкой. Натирать вот на такой терке. Давайте сейчас сразу покажу. Тогда капуста смотрится очень красиво. Вот такая вот соломочка. И яблоки также буду натирать вот на этой терке. Тоже соломкой. Так, встретимся, когда я все уже приготовлю.
Друзья, все продукты нарезаны. Я подготовила пищевое ведро. Вот здесь вот мы будем квасить капусту. Также капусту можно заквасить и разложить сразу по банкам. Кто как хочет. Я все это буду делать в ведерке. Вываливаем сюда нарезанную капусту. Капуста не любит много соли. Соль это консервант, но процесс ферментации капусты зависит в основном от самой капусты, не от соли. Поэтому, пожалуйста, не пересаливайте капусту. Она теряет потом все свои вкусовые качества и становится мягкой. Нам нужна хрустящая капуста. Вот на этот большой вилок капусты у меня максимум уйдет 3 столовые ложки соли, но не больше. Вот сейчас добавляю сюда столовую ложку с горкой соли. Ну, еще половинку добавлю. Яблоки и небольшое количество моркови. И все хорошенько перемешиваю. Капусту перетирать не нужно. Она сочная, она даст сок. Не заминайте капусту. Вот так вот слегка просто перемешивайте. Вкус соли в капусте должен быть, вот, к примеру, как вы солите салат, винегрет, оливье, под шубой, вот как обычные салатики, которые вот вы подаете к столу, солите, также солите и капустку. Она должна быть приятной, такой слегка солоноватой по вкусу. Многие хозяйки также в капусту добавляют сахар. Не нужно этого делать. Сахар есть в капусте, фруктовый сахар, сахар есть в моркови, сахар есть в яблоках. Яблоки выбирайте таких кисло-сладких, сочных сортов. Иначе, если вы добавите вот сюда сахар, процесс ферментации будет длиться столько, сколько стоит капуста. И капуста в оконцовке будет такой вот мягкой, ненатуральной по вкусу. Нам нужно сделать все натуральное, чтобы капуста по максимуму сама отдала все свои полезные свойства. И тогда процесс ферментации с фруктовым сахаром, он заканчивается, и капустка остается вот всегда на одной тональности, одного и того же вкуса. Так, у меня отключился свет. Сейчас включу. Все, ее сейчас можно будет переложить в банку. В банку перекладываю и слегка утрамбовываю. Она должна плотненько лежать в банке. Так, баночка не полная. Отставляю в стороночку. Берем опять порцию капусты. Добавляю сюда яблочки. Вот рассчитывайте, чтобы равномерненько было на весь этот качанчик. Беру столовую ложку соли. И еще немножечко вот. И все перемешиваю. Аккуратненько, не давим. Дадим капусте выпустить самой все соки. Друзья, баночку до конца набивать я не буду, так как капуста будет выделять сок.
Вот так вот хорошенько все прижали. Если будет выделяться сок, к примеру, и выливаться из банки, тогда для подстраховки ставьте баночку в какую-нибудь глубокую чашку. Вот. И сверху обязательно должен быть груз. Этот груз, он будет вот дальше прессовать капустку. И вот этот сок, который будет образовываться в капусте, он будет вот постоянно ее закрывать. Капуста сверху не должна быть сухой. Она должна полностью быть покрыта вот этим вот капустным рассолом. И оставляем капусту 3 дня при комнатной температуре. 2-3 раза в день капустку нужно будет протыкать деревянной палочкой. Вот так вот убираете груз и делаете вот такие вот проколы. Прям вот так палочку вставили и крутите. Покрутили. Сделали прокол в другом месте, покрутили хорошенько. Выпускаем газики и опять вот ставим грузик. И капустка дальше у нас проходит процесс брожения и ферментации. Все. И вся любовь. Процесс брожения вот напрямую связан с бактериями, да, и бактерии, они превращают сахара, содержащие в овощи, в молочную кислоту. Молочная кислота очень полезна, список пользы огромный. Снижает, к примеру, уровень плохого холестерина, полезно для здоровья сосудов, для нормализации желудочно-кишечного тракта. Тут вот живые бифидобактерии, которые необходимы нашему организму. Поэтому процесс ферментации капусты должен быть естественным, без всяких добавок сахара, уксуса. Пускай со мной поспорят миллионы людей, которые вот будут смотреть мое видео. Я вам скажу, что вот так оно должно быть, как я показываю вам. Естественный процесс ферментации, где не присутствует никаких лишних продуктов, извращающих вкус квашеной капусты. Вот, все, капустку мы заквасили, на 3 дня забываем о ней. Та капуста, вот, которую я вам первоначально показала, мы приготовим в следующем видео с вами борщ. Он будет очень-очень вкусный. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.